Включаем запись. Поэтому мы сегодня продолжаем работу со светом, со светлицами. И поэтому светлицы нам помогают что делать в первую очередь? Да? То есть они помогают нам налаживать вот эти световые связи, делать их более чистыми, прозрачными. Они существуют, они есть. Да? То есть, но когда есть у нас светлицы, мы эти связи можем использовать для того, чтобы сделать наш мир еще лучше, еще веселее и свою собственную жизнь при этом в том числе. То, что мы можем соединяться вот в такие световые сети, да, то есть это там позволяет создавать такое явление, которое называется коллективный разум. У нас тогда разум не локальный, как бы наш собственный, да, а мы можем через вот такие связи, да, получать какую-то дополнительную информацию, какие-то знания, и такая получается сетевая конструкция, которая дает нам возможность реализации более полно себя в этом мире, да, своих творческих способностей, проявить себя как творцу. И тут те задачи, которые нас привели в этот мир, как бы, чтобы мы могли все-таки более точно реализовать. Ну и, естественно, у нас где-то были какие-то другие реализации, может быть, в другие времена. У нас есть какие-то связи с нашим родом, есть связи с нашими потомками, с нашим будущим. И говорят, что вот этот мир – это сплетение прошлого и будущего. То есть это не поток какой-то, вот, в котором мы движемся, да, то есть это соединение всегда, да, то есть это синтез чего-то того, что было когда-то, и с тем, что будет. Но это соединение, оно не линейно. Это не так, что вот у нас есть линия события прошлое, настоящее, будущее, как бы они выстроены в какую-то линию. Причины, следствия перетекают. Да, то есть, а мы знаем, что причин может быть множество, а следствие одно. И наоборот, из одной какой-то причины множество следствий родится. Да? Почему? Ну, потому что соединений, замыканий может быть очень много различных световых. И поэтому у каждого своя какая-то собственная траектория. На этих траекториях мы движемся, вот взаимодействуя с одним, с другим, с третьим. И получается, что мы так вот свой собственный свет вплетаем вот в эту реальность, и эта реальность от этого меняется. Но вот мы часто хотим, чтобы она менялась в каком-то определенном ключе, то есть что-то вот менялось так, как мы хотим. Но вот нужно ли это реальности, это вот иногда не всегда понятно, да, то есть как бы хотелось бы так, чтобы если мы что-то делаем, это было нужно не только нам, но и другим. Поэтому мы вот в прошлый раз начали такую задачу, которую мы обозначили как взаимодействие сетевое. То есть чтобы мы, как реализация у нас была через сетевые связи, да, то есть чтобы наша сеть была как единое целое, и мы бы могли тогда вот те желания, которые есть у нас, как бы, чтобы они реализовывались в рамках вот этой сети, а не просто как бы каждый сам по себе. Да, чтобы это было так называемый квантовый переход. Так вот, сеть у нас получается, да, как некий такой вот искусственный интеллект, с одной стороны. Почему искусственный? Ну, потому что эта сеть может заниматься искусством. Какой же искусственный интеллект, если он искусством не может заниматься, да, то есть, как бы, значит, если мы можем вот проявлять себя очень искусно в нашей жизни, да, то есть мы можем это делать гармонично, мы можем это делать легко, свободно и с любовью, то тогда вот наша жизнь становится искусной. И наш интеллект тогда тоже можно говорить, что он тоже искусственный, потому что он способен к этим вот искусственным действиям. Поэтому мы сегодня продолжим наше взаимодействие по развитию вот этого вот квантового перехода, или множество квантовых переходов, которые мы пытались в прошлый раз реализовать. Мы сегодня продолжим с ними работу. Для того, чтобы мы могли шагнуть в то будущее, которое бы было нужно как бы миру в целом. Да, то есть, но мы были создателями этого будущего, не просто наблюдателями как бы этого процесса. Мы смотрим, да, что-то идет, что-то вот в этом квесте, в который мы попали, что-то происходит, какие-то события, которые какие-то нас захватывают, и мы вот от них никак не можем избавиться, а какие-то, наоборот, проходят мимо, нам бы хотелось там поучаствовать, но почему-то как-то не получается. Поэтому мы говорим, если о благосостоянии, то мы благосостояние подразумеваем не локально одного человека, да, мы говорим о благосостоянии вот как бы всей сети. Хотим это благосостояние ну, как бы сделать всеобщим, потому что легче
нам передвинуть сеть в область благосостояния, чем одного человека. Да? То есть, ну, ему одному очень сложно это сделать. А вот как бы реализуя сетевые связи, то мы это можем сделать более просто и легко. Ну, вот эти вот цвета, которые у нас есть, они нам нужны для того, чтобы мы могли вот вписывать себя в этот мир. И создавать будущее не только как бы за счет того, что это будущее мы хотим каким-то вот определенным сформировать, да, а мы его слышали, да, чтобы у нас проявлялась память этого будущего, чтобы мы его оттуда, эту память к себе могли подтянуть, и вот, ну, изменить ее таким образом, чтобы и прошлое, и настоящее, и будущее соединились в единый ансамбль. Но в силу того, что каждый человек, он сам создает себе определенную реальность, то каждый живет в какой-то вот определенной реальности. Но где-то вот эти реальности пересекаются, и вот мы вот смогли вот такой вот перекресток или вот там мост дружбы создать, в котором мы можем повзаимодействовать вместе с вами. Да, то есть все вместе создать условия для того, чтобы мы могли проявить вот это вот качество сетевое и его использовать для всеобщего блага. Благополучие, благосостояние, благодарность, как сегодня уже тут прозвучали эти слова, и благодать. Да, то есть, как бы, чтобы наше будущее было благоприятным. Да, то есть, чтобы оно было во благо и в то же время нам приятно. То есть, это как бы вроде кому-то может быть во благо, а нам неприятно. А нам бы этого не хотелось. Поэтому благоприятное будущее нам надо создавать всем вместе. Так вот, но если у нас есть вот такие вот разные цвета, то чем мы можем друг другу помочь? Какой у нас инструментарий есть для того, чтобы активировать эти цвета? Ну вот у нас есть, как бы сказали мы, карты блага. Да, то есть у многих они есть как карты, но кроме этого эти структуры блага, благо обычное, благо Gold и благо Brilliant, они сейчас здесь присоединены к этому каналу Zoom. И мы этот поток благ можем ощущать как некий поток, который к нам идет, и в котором мы можем взаимодействовать. Но мы не просто взаимодействуем, мы наблюдаем, как этот поток мимо нас проходит, да, то есть, а мы пытаемся, опять же, вплетать в себя, вот в прошлое и будущее, и в настоящем соединять вот эти цвета в единую такую композицию. Сейчас мы этим будем заниматься. Но для того, чтобы мы могли этим активно заниматься, мы воспользуемся еще одним инструментом. Да, то есть это таким изделием, которое называется космос. Это вот такая вот наклеечка, ну, и разного дизайна есть, да, вот на вот такую массажную щетку или расческу. Что происходит, когда мы можем пользоваться вот такой? Что происходит с расческой? Она меняет свою структуру. В ней появляются такие световые лучики, которыми мы можем расчесывать свою ауру, да, свое световое тело. И создавать условия для того, чтобы это тело было гармоничным. Оно было у нас пушистым, да, то есть, и чтобы вот эти связи световые работали легко и напряженно. А то, что не нужно нам, мы могли убрать, да, вот как каких-то вот световых сущностей, которые, может быть, нам пока ни к чему. Ну, они запутались, да, то есть вплелись как-то, им самим не очень комфортно, но и нам мешают, да, то есть если мы расчешем, они могут куда-то там отцепиться от нас, а то так, ну, как бы в этом прицепленном состоянии к нам они сами мучаются, потому что они куда-то бы хотели, а тут вот мы как бы держим своим вот этим световым телом. Поэтому мы сейчас воспользуемся вот этим инструментом. То есть у каждого, тут мы говорим, есть расчески, мы просили приготовить их расчески, вот такие щетки массажные, то есть что-нибудь, что нам позволит вот использовать этот инструмент, потому что если у кого нет вот этой такой наклеечки, расчески с наклейкой «Космос», он может воспользоваться тем, что эта структура транслируется к нам сюда, и мы ею можем поменять структуру той расчески, которая в данный момент ну, не имеет вот этой структуры космоса. Почему космос? Как связано космос и вот наше световое тело? Дело в том, что издревле считалось, что наши волосы, они соединены вот с миром в целом, да, то есть это такие связи. Если вспомните фильм «Аватар», да, то есть что там происходит? Там они пытались соединяться чем? Своими косичками.
да, то есть как бы соединяется, там куда-то там вставляет или соединяет друг с другом, и люди начинают обмениваться там мыслями, там состояниями и так далее, начинают друг друга слышать. Люди, звери, там они там с драконами также общались. Так вот, фактически у каждого человека на самом деле такой инструмент есть. Его вот световое тело, оно имеет такую функцию, возможность соединяться, да, то есть и мы можем аватарировать друг друга, то есть взаимодействие с этим миром. И вот эта аватарность наша, да, то есть проявляется не только в том, что мы куда-то там себя транслируем, да, то есть, но и то, что мы как бы весь мир в себя вбираем через вот это вот световое взаимодействие. И тем самым мы можем вот в этом световом взаимодействии проявлять свое вот это вот единственное ощущение, что мы являемся с одной стороны частью мира, а с другой стороны мы этот мир сами же и творим. Да, то есть причем творим новую жизнь, новое время, новое состояние. Поэтому давайте мы сейчас попробуем все вместе воспользоваться этим инструментом и расчесать не только себя, да, только, а всю сеть как бы целиком. Ну, начнем с себя, да, то есть что мы возьмем? Мы начнем, давайте мы лучше вот что сделаем. Мы не сидя будем это делать, да, то есть, а мы встанем, попробуем делать шаг от компьютера, чтобы было видно, что мы делаем. Вот. И начинаем вот это вот разглаживание, выправление наших световых волокон. То есть для начала начинаем, ну, то есть вы сейчас будете просто так же, как в прошлый раз, повторять за мной то, что я делаю. То есть как я буду двигать вот расческой, а вы то же самое. То есть мы начинаем, допустим, свои волосы, да, то есть сцепляем, потом дальше продолжаем. Не там, где волосы заканчиваются, а мы пытаемся этот световые волокна, они идут дальше. Они связывают нас с миром, поэтому нет возможности просто так от мира отгородиться. Но нам отгораживаться не надо. Нам надо как раз наоборот соединиться в себе с этим миром. Потом руки берем, так расчесываем. Пальчики, каждый пальчик. На пальцах у нас все части тела представлены. Поэтому мы можем одновременно расчесываем и свои органы, свои системы. Потому что если где-то свет плохо проходит, то это приводит вот к каким-то там неприятным ощущениям в теле, которое постепенно может превратиться в какую-то болезнь. И вот ощущаем, как вот этот свет, просто не просто мы ведем этой расческой, да, а мы ощущаем, как этот свет в нас входит, и как вот эти волокна наши расправляются, да, так как они соединяются, разъединяются, вновь соединяются. И так вот мы теперь расчесываем себе животик. Душу себе расчешем сначала, да, вот мы как бы расчесали свои мысли, теперь расчесываем душу. Но также мы ведем вот это вот такое движение, когда мы вот эти волокна расправляем достаточно далеко от себя и отправляем их как бы дальше. Теперь ноги давайте. И вот так вот мы ощущаем, что мы на самом деле начинаем расчесывать не только себя,
Да, то есть, как бы, а мы вот это ощущаем свое единство с этой сетью, которая вокруг, и тем самым мы ее тоже начинаем расчесывать. А теперь давайте боком повернемся к экрану. Да, и представим, что мы стоим все таким большим кругом. И вот этот круг перед нами, значит, перед нами есть уже кто-то. И сзади нас кто-то стоит. И вот мы тогда начинаем уже не себя расчесывать, а вот этого кого-то. Как хорошо иметь кого-то и выводить его на поводочке. И расчесываем спинку, вот как бы хвостик расчешем, позвоночник, потому что это самое скопище всех наших световых линий. Так вот, и вот расчесываем это вот таким вот движением, выходящим за пределы тела. То есть вот мы весь круг как бы запускаем в такое световое кольцо. А кроме этого, еще как бы вот через этот круг друг с другом как бы вот идут лучи, соединяющие нас с каждым, как бы через сам круг. Да, то есть теперь разворачиваемся. Да, и чувствуем, что нас тоже кто-то расчесывает. Вот мы сейчас кого-то расчесываем, который у нас тут впереди, перед нами. И чувствуем, что у нас сзади нас тоже кто-то там так вот щекочет светом. И волокна наши расправляются, выходят какие-то всякие ненужные штуки, которые там запутались, заплелись. Все выравнивается. И все напряжение, которое у нас в теле существовало, оно тоже начинает уходить через вот это вот расчесывание. Ощутили, да, как у нас тоже сзади. Ну, еще раз расчешем мысли. Лицо вот так вот по лицу поводим слегка, прикасаясь. Можно даже на расстоянии. И это будет ощущаться. Потому что у нас заряженные расчески космической энергией. Потому что мы с космосом через эти связи все связаны. Отсюда косметика, кстати, произошло слово, как уход за волосами. Кстати, один из способов использования расчески космос – это взять и приложить к шампуню этой же структурой. И чтобы шампунь тоже модифицировался, и вы могли тогда мыть волосы уже шампунем, который вот эту структуру уже несет. К кондиционеру, к шампуню, к каким-нибудь средствам по уходу за волосами. А теперь давайте вот порасчесываем вот у нас всех сразу. Вот прямо вот мы берем это и все друг друга начинаем расчесывать всю сеть. Всю сеть Бионет. И не просто расчесываем, да, то есть как бы видим, как начинают эти связи соединяться друг с другом. То, что не удавалось нам соединить, теперь начинает проявляться это соединение. Они вдруг находят друг друга, потому что мы убрали какие-то вот то, что мешает, да, то есть вот вверх. Теперь другой рукой меняем руки, потому что у нас меняются световые потоки, когда мы меняем руки. По диагонали. Ну вот, мы немножко так в порядок себя привели. То есть фактически это мы вот такие астральные сделали путешествие. Почему астральное? Ну, потому что
свет – это он мужского рода, да, то есть как бы вот. Но есть еще светило, да, то есть как бы оно называется. Ну как оно? Где там женский род? Есть он там. Источник-то света женского рода. Если свет мужского, тогда источник женского рода. Ну, почему? Ну, потому что откуда свет идет? От звезды. Да? Звезда она женского рода. Значит, вот как источник. Но свет несет образ. Да, то есть он тоже мужского рода. А если у нас будет женского рода образ, да, то есть это будет образина. Ну, почему? Ну, потому что это вот как экран, на который просто идет, ну, как бы что-то ложится, а на нем ничего нет. Нет образа, да, то есть как бы. Поэтому, если мы хотим взять и поменять образ, значит, вот что-то женщина берет, какие-то вот косметические там штучки, и себе делает некий образ. И поэтому этот образ уже он какую-то вот несет совсем другую функцию, нежели тот, который был до этого. Поэтому вот косметика, она важна еще с точки зрения того преобразования, да, то есть некого одного образа на какой-то другой образ. Кстати, вот можно таким образом не только себя расчесывать, но и других, да, причем не только тех, кто рядом, а и далеко. Поэтому вы можете взять этого человека, представить перед собой, да, то есть как бы, Ой, я только что так и делала. С да, нами не было некоторых людей, они просили меня тоже их поставить. вот. То есть можно взять, допустим, часть одежды этого человека. М. Как бы, и, но не касаясь как бы ее, вы как бы представляете, что это вот тоже часть этой его ауры, и вы ее также расчесываете, убираете какие-то искажения, которые мешают проявиться этому человеку как бы вот в какие-то его качества, да, то есть вы не пытаетесь переделать человека, да, то есть как бы вы просто убираете то, что ему мешает вот этому взаимодействию в этом мире. Да, то есть то, что у всех все возможности есть для того, чтобы быть здоровым, счастливым, любимым и так далее. Но почему-то не все реализуется. Почему не реализуется? Ну, вот есть что-то мешает. Поэтому светлица – это такой инструмент, который помогает уменьшить влияние этих помех и расширить возможности человека, что делать? Развиваться, да, то есть двигаться по некому пути, которому предначертано пройти, для того, чтобы мог он на этом пути э, развить какие-то свои качества, да, то есть, которые, может быть, потом, после того, как этот путь закончится, могут пригодиться в другом. Что мы можем с собой взять вот, в тот путь, который... Мы же не можем ничего материального на самом деле взять, да, то есть но мы можем взять, возможно, какие-то навыки, какие-то умения, какие-то состояния, которые мы накопили, и которые дальше могут потом нам уже пригодится. Поэтому мы, когда ощущаем вот это вот свое единство с миром, мы на самом деле пытаемся налаживать связь с Творцом, часть которого в нас присутствует. Да? То есть, и тем самым мы пытаемся вот эту часть и реализовать, как часть общего божественного замысла. Мы его не знаем, но незнание не освобождает от ответственности. Да? То есть мы все равно должны чего-то в этом направлении делать. А как делать? Ну, значит, нам должно что-то прийти, чтобы нас по этому пути могло двинуть. А что нас может двинуть по этому пути? Ну, только свет, да, то есть этот божественный свет в нас начинает проявляться и начинает вот нас уже как-то вот на этом пути реализовывать. Вещи тоже можно чистить, но для того, чтобы чистить вещи, на самом деле у нас есть еще такое устройство, которое называется своя рубашка, да, то есть это такая штучка, которую стиральная машина бросает, и там она уже вот в стиральной машине происходит чистка всяких вот вещей, которые вам не успевают, допустим, почиститься от вот этой информационной грязи или структурной грязи, которую мы набираем. И стирка просто может ее не успеть обеспечить за то время стирки, потому что грязь набиралась там неделю, например, да, то есть, а за время стирки, которая там проходит в течение там часа-двух, она может быть просто не ушло. Поэтому своя рубашка позволяет активировать этот процесс, да и порошка стирального начинает расходоваться меньше, потому что достаточно меньшую дозу положить, и все равно эффект такое очищения вы получаете. И вещи по-другому начинают ощущаться, и в них накапливается тот свет, который вы сами набрали. Да? То есть он не уходит при этой стирке, он наоборот усиливается, потому что как бы мы свой дух
свой свет туда усиливаем. Поэтому это вот изделие, своя рубашка, ну так же, как и космос, оно является усилителем духа человека. Но когда человек сильный духом, да, когда он имеет вот эти световые связи, он может гораздо легче переносить какие-то невзгоды, у него состоятельность повышается, и он в этом мире начинает предъявляться совсем по-другому. Поэтому светлицы как так являются таким инструментом повышения состоятельности. Ну, давайте теперь к благам перейдем. Благо у нас это система, которая нам позволяет расширить поле событий, да, во времени, для того, чтобы мы могли начать попадать в события, которые нам позволяют вот этот поток благ увеличить. Но опять же, вот поле событий, оно в принципе у каждого свое. Вот есть люди, у которых есть события, связанные с какими-то проявлениями реальности. Ну, у кого-то это какие-то духи, да, то есть вот он знает, что они существуют, он с ними взаимодействует, он там может с ними налаживать общий язык и так далее. А для другого человека этого как бы ничего нет, этого не существует. Но у него, допустим, другое что-то. Вот взять тех же уфологов, да, у них есть другая немножко реальность. Есть реальность с инопланетянами, и эти инопланетяне где-то как-то с кем-то контактируют, то есть они видят все время, что вот есть, наблюдаются какие-то эффекты, и они с этой реальностью живут, и она для них достаточно реальна, потому что у них это есть. У других людей другие какие-то проявляются возможности и способности, да, то есть у него как бы другая часть мира, да, то есть у него есть что-то в его реальности, что опять же нет у других. Он как-то этот невидимый мир у него гораздо шире. Но у каждого свое, а в принципе у каждого то, что есть, мы могли бы вот объединить в рамках общих сетевых отношений. Тогда нам не надо иметь вот навыки взаимодействия с какими-то вот с такими сущностями, с такими, с которыми мы набираем отношения. Мы можем не осознавать, что мы имеем какие-то контакты такие, потому что мы не чувствуем, но тем не менее они есть. У нас есть возможность обмениваться светом, и мы это видим, мы все время это наблюдаем. Если мы можем не замечать этого, но никуда от этого не деться. И мы сами след оставляем, да, то есть как бы вот важно, чтобы мы оставляли чистый след. Поэтому вот расческа космоса, она нам помогает убрать какие-то искажения, которые мы сами могли бы привнести в этот мир. А за счет вот использования вот этой расчески космос мы можем минимизировать это. Да? Кроме этого, у нас еще есть такие браслеты, называются лучистые. Эти браслетики мы тоже можем использовать для того, чтобы уменьшить собственное влияние на этот мир. То есть это браслеты, которые прочищают наши световые каналы, и тогда у нас вот эти вот световые потоки, которые мы реализуем, проявляем, да, то есть они становятся более гармоничные. Ну, я говорю, что если что-то происходит, и человек видит какие-то потоки, какие-то события, это не значит, что их нет. Это значит, что просто в нашей реальности это пока не присутствует как проявленная вещь. Мы этого пока не замечаем, хотя это где-то, может быть, и существует. Поэтому здесь важно, чтобы мы, когда вот работаем со структурой блага, понимали, что все светлицы, кроме того, что написано в описании, могут иметь какие-то дополнительные качества, дополнительные свойства, зависящие от конкретной индивидуальности человека. И они проявляют такие качества, которые могут реализовываться таким образом, что у другого вот такого не может быть. Да? То есть, а у этого человека проявилось именно это качество. Другого это. Поэтому иногда люди пишут нам отзывы и описывают какие-то вещи, которые с ним происходят, а другие берут, допустим, карту блага и говорят, а со мной ничего такого не происходит. И он пошел даже лотерейный билет купил, и ничего не выиграл. Вот как-то вот не работает карта блага со мной. Другой говорит, я только взял карту, и у меня сразу что-то наладилось. Да? То есть что-то вот в моей жизни количество благ увеличилось. Все, опять же, зависит от неких индивидуальных возможностей взаимодействия с миром. Если у нас хорошая связанность с миром, мы можем хорошо чувствовать, как этот мир, ну, тогда пойдем и купим лотерейный билет в нужное время, в нужном месте. И это будет выигрышный билет. Но если мы просто так случайно вышли погулять и где-то там что-то взяли, не факт, что мы попали вот в эту точку. Поэтому карта блага – это возможность сонастройки себя с потоком благ, таким образом, чтобы этот поток благ начал потихонечку расширяться, и мы в нем начали получать те блага, которые нам необходимы.
Но необходимы не только нам, но необходимы миру, потому что мир понимает, что если нам эти блага дать, то мы тогда повысим свою эффективность и начнем в этом мире себя более ярко проявлять, и это, от этого мир станет еще лучше. Поэтому мы вот сейчас опять же продолжим наше квантовое взаимодействие с потоком благ на том месте, на котором мы остановились в прошлый раз. У нас есть заготовка, да, от прошлого раза остались рисунки, которые мы рисовали. У нас их 9 штук, если вы помните, да. Сейчас что мы сделаем? Мы возьмем эти листочки, да, то есть у нас вот на первом листочке есть такая матрица. Там у нас было 9 квадратиков, которые мы, ну здесь у меня может быть сейчас не очень хорошо видно, да, то есть как бы с нумерацией определенной. Вот посмотрите, да, то есть как бы здесь у нас есть расчерчены вот такие вот как бы линии, как вот в крестике-нолике мы играем, когда, то здесь мы имеем возможность это проявить себя вот в таком интересном варианте. В каком интересном? У нас есть определенная последовательность, да, то есть если мы нумерацию помните, она в виде по спирали у нас шла. В середине первый квадратик, да, потом у нас слева второй, третий ниже, и вот так у нас по спирали как бы мы все пронумеровали все вот эти прямоугольнички. Вот теперь мы возьмем и сейчас разложим вот эти листочки на полу нашей комнаты таким образом, чтобы они лежали вот той же самой последовательности. В центре будет у нас вот этот первый, второй будет слева и так далее. Давайте мы их сейчас положим. Но на таком расстоянии, чтобы мы могли по ним шагать. Но не плотненько были, чтобы у нас можно было делать переходы с зазором каким-то. Да? То есть тем самым мы себе что сформируем? Мы сформируем временное пространство, с которым будем сейчас взаимодействовать. И который связан с нашей задачей. Мы же не просто тут рисовали что-то, да? То есть мы рисовали некую систему отображений нашей реальности. Поэтому давайте сейчас вот на полу комнаты их расположим. Эти листочки. И сейчас я объясню, что мы будем делать с этим вот. Сергей Динович, а раскладываем также по спирали, да? Да, вот в той же последовательности, как мы нарисовали это на первом листочке. В таком же порядке. В центре первый, справа второй, чуть ниже третий, четвертый ниже первого и так далее. Вот мы по такой спиральке мы их разобрали. Почему нам важно по такой спиральке? Ну, это мы модель такую делаем, что у нас все в мире развивается по спирали. Но само понятие развития, да? Развитие. То есть есть некая спираль, которая имеет определенные параметры, по которым мы идем. Мы не по кругу ходим, не повторяем одно и то же, да? А у нас есть приращение, шаг приращения по одной оси и по другой оси у нас есть приращение. Тем самым у нас появляется некая объемная спираль. Так вот мы эту спираль сейчас как бы отображение ее делаем вот на полу комнаты. У нас получилось две спиральки. Одна центральная с нумерацией вот этой вот на центральном листочке. И вторая это спиралька, вот которую мы разложили, листочки, которые мы рисовали в прошлый раз. Что будем сейчас делать с этими листочками? Значит, у нас вот есть 9 квадратиков. Ничего не напоминает, да? Как бы вот с тем, что мы когда-то работали с определенной, с матрицей развития. Вот. Теперь представим, что это здесь же еще и спроецирована сюда матрица развития. То есть есть некие качества, то есть поэтому центральный у нас квадратик это наша душа. Да, и вот мы будем как бы плясать от того, что хочет наша душа. То есть мы будем двигаться, начиная вот с этого вот центрального прямоугольничка. Но двигаться мы будем тоже, как бы, учитывая, что есть некая спиральность этого мира. Да? То есть, как бы, представьте, что есть много, вот, как бы, вот, ну, Земля, например, да? То есть она крутится вокруг своей оси. Одновременно она летит по кругу вокруг Солнца. Солнце, в свою очередь, тоже движется. Да? То есть, как бы, и все планеты тоже крутятся по спирали. Поэтому получается множество спиралей одних, вложенных в какую-то другую спираль, а эта спираль вложена еще в какую-то спираль, потому что она галактика спиральная,
Да, то есть как бы мы видим, что вот эти спиральные формы, они везде присутствуют. Возьмите там даже раковины улиток, они тоже закручены в спиральную форму. Электроны там летают вокруг атома тоже по каким-то определенным там циклам и характеристикам. Поэтому давайте мы сейчас попробуем подвигаться в соответствии с этими спиралями. То есть что мы здесь отображаем? Мы говорим, это временное пространство. Мы говорим, что время получается нелинейно. То есть у нас нет причины перехода, просто причины в следствие по линии, да, то есть прошлое, настоящее, будущее. А здесь мы выстраиваем некие нелинейные связи во времени, как возможность попадать в события, которые напрямую друг с другом не связаны. Они вроде бы не связаны, потому что мы не видим их связи, да, то есть, но они связаны вот по каким-то другим сложным зависимостям спиральной динамики. Значит, встали мы на центральный листочек и попробуем ощутить, вот что у нас за какое состояние. Давайте вот мы сейчас как бы вот, я буду говорить, я сам не буду этого делать, потому что иначе я буду слишком далеко от микрофона. А мы начинаем вот это движение по спиралям. Становимся в центральный листочек. И попытаемся ощутить вот этот поток благ, который к нам идет. Он может быть сверху вниз, снизу вверх, откуда-то он идет, и мы этот поток благ на себе ощущаем. И мы начинаем с ним взаимодействовать, но мы начинаем поворачиваться на этом листочке, да, то есть как бы начинаем двигаться по часовой стрелке, поворачиваемся. То есть на этом самом центральном листочке поворачиваемся, как бы вот эту спираль проходим, которая на этом листочке отображена. И потихонечку двигаемся и слушаем эти ощущения. Да, то есть что меняется, когда мы вот этот сделали поворот. Вот повернулись и опять встали. Что-то изменилось от того, что мы повернулись? Или мы ничего не заметили? Да? То есть, как бы, может, ничего не заметили. Но то, что мы повернулись, на самом деле мы взаимодействовали с чем? Мы взаимодействовали со сторонами света. Да? То есть мы на все стороны света свой взгляд направили. Но от нас же идет световой поток, поэтому от нас как бы вот эти наши световые двойники непрерывно идут. И мы их направили в самые разные стороны, вот в разные стороны света. Причем это сделали, да, то есть как бы все одновременно, потому что мы одновременно присутствуем вот еще в неком временном пространстве сетевом. Поэтому мы эту сеть настроили сейчас вот с помощью расчески «Космос», да, то есть у нас теперь есть возможность связи эти и держать. Теперь мы переходим на листочек номер 2. Встали. Опять ощутили поток благ, чем он отличается от первого листочка. Да, то есть это у нас что будет? Это у нас будет разум. Мы просто говорим, что это у нас еще одновременно отображение матрицы развития. Да? То есть мы как бы двигаемся вот по тем шарикам матрицы развития, но сейчас не будем фиксировать, ну, чтобы нам не путаться и не слишком не загромождаться. Мы как бы вот... Просто у меня мозг нарисован, поэтому я и спросила. Получилось. Хорошо, значит, встали на этот листочек и прислушались к своим ощущениям. Это у нас следующее. Мы же делаем эти, не просто шагаем, мы это квантовые переходы делаем. Представьте, что вы не просто шагнули, а как бы на ступенечку перешли. То есть это не просто в горизонтальной плоскости вы двинулись, а вы шагнули и перешли на какую-то другую ступень, на другую ступень развития. Постояли на этом листочке, послушали и тоже начинаем поворачиваться. Да? То есть как бы опять же взаимодействуем своим светом со всеми сторонами света. Но уже вот из другой позиции мы находимся в другом квантовом состоянии. И слушаем, что меняется от того, что мы вот здесь вот повернулись. Да? То есть как бы вот у нас еще одна спиралька получилась. Опять остановились и послушали, меняется что-то или нет. Опять же, мы не просто сами двигаемся, мы учитываем, что мы двигаемся как бы вот в рамках сети. То есть это каждая клеточка в этой нашей сети, она вот как бы раз и провернулась. И вся сеть как бы перешла в какое-то другое квантовое состояние. Переходим на листочек номер 3. Опять пробуем ощутить вот это состояние и связь, на самом деле, не теряем со структурой блага.
У кого она есть, вы лучше возьмите эту карточку и держите ее в руке. Чтобы настройка была. Но у кого нет такой карты, благо, там, благо Gold, благо Brilliant, любой, то тот пытается ощутить вот этот поток, который идет в структуру, от структур блага через наш экран. Послушали, да, то есть на листочке номер 3 опять мы начинаем неторопливо поворачиваться, взаимодействовать со всеми сторонами света, отправляя своих световых двойников по всей сети, и ощущая вот эти вот свои световые связи, как они взаимодействуют не только с вами, да, со своим потоком благ, они взаимодействуют со всей сетью. И вся сеть начинает, опять же, вот переходить в следующее квантовое состояние, потому что это еще как бы на одну ступеньку. И мы поэтому не по плоскости двигаемся, а мы двигаемся, может быть, еще по какой-то вот спирали, которая нас двигает дальше. Прошли. Теперь переходим на листочек номер 4. Это тело, да, тело, ну вот как бы, ну это тело, световое тело. Ну, то есть мы как бы, если матрицу развития возьмем, там вверху разум, душа, тело, то есть мы начали с души, но мы пришли к телу. Тело – это наше прошлое, да, то есть как бы мы вот какое-то прошлое загрузились, которое, но оно многовариантно тоже, то есть это кажется, что прошлое оно одно. Вот мы уже, что было у нас, вот то и все, и больше ничего не было. На самом деле прошлое тоже можно менять. Да, то есть, и мы вот сейчас взаимодействуем в рамках тела, да, с разными прошлыми нашими и с прошлыми разных людей. И тем самым согласуем разные прошлые состояния людей в какое-то другое прошлое, которое у нас... То есть мы опять же, как говорим, сплетаем, да, прошлое, настоящее и будущее вот в такую единую сеть. И вносим туда в свое. Вот представьте себе, что у вас есть такая световой крючок. Вот Наташа Кононенко, она вот одно время рисовала, делала такие салфетки, крючком вязала, но она вязала отображение людей, как кристаллическую такую матрицу. Да, то есть вот как бы вы своим вот этим световым крючочком вы начинаете вплетаться вот в это вот вплетение прошлого, настоящего, будущего, и вы себя вплетаете вот в это вот в такое тоже как бы. Вот вы провернули, крутитесь сюда, опять же, вот на этом 4-м листочке вы опять поворачиваетесь по часовой стрелке и вплетаете себя вот в эту вот как бы матрицу, которая есть, своим световым крючочком таким, да, то есть как бы, его иногда называют в мире фэнтези называют эльм. Вот вы этим эльмом плетение такое делаете, да, то есть как бы, вот мы плетем свою сеть своих световых связей. Но световые связи у нас согласованы друг с другом, и не просто там каждый сам по себе. То есть мы плетем единую композицию, как некий световой оркестр, который здесь реализуется. Переходим на листочек номер 5. Опять слушаем, да? Опять слушаем сначала, что свои состояния. Что здесь у нас, да, то есть это тоже тело, да, то есть, но тело, которое уже имеет разум тела, да, то есть как бы вот оно разумное тело. Вот это разумное тело у нас здесь взаимодействует, опять же, с прошлым, с настоящим и будущим. И мы опять делаем сплетение, опять поворачиваемся и вплетаем себя вот в эту ступеньку. Вот мы еще на очередной ступеньке, на очередном квантовом состоянии прошли. Теперь двигаемся дальше. Листочек номер 6. Поворачиваемся, ощутили состояние и начинаем себя вплетать, опять же, вот своим световым телом, своим световым эльмом, вплетаем себя в окружающую реальность, в соединение, в это сплетение прошлого и будущего. И опять поворачиваемся и начинаем, да, вот слушаем, как оно меняется.
послушали. Переходим на листочек номер 7. И там то же самое делаем, да? Слушаем себя. Это у нас душа разума, да, уже. Вот мы в этой душе разума начинаем взаимодействовать. Разум – это будущее. Душа у нас настоящая, да? Фактически здесь соединяется настоящее и будущее. И мы в это вот сплетаем себя, вот в это вот соединение настоящего и будущего. Но что мы получаем? Мы получаем здесь возможность начать взаимодействовать с будущим, как бы получая память будущего, да, то есть как бы получаем из будущего информацию, и мы можем уже там выбирать, какое же будущее нам, то есть элемент проскопии. Мы можем прогнозировать, к чему же наши действия могут привести, и насколько наша душа откликается на эти действия, насколько нам душевно, когда мы что-то делаем для этого будущего. Переходим на листочек номер 8. Листочек номер 8. Это у нас разум. Разум разума. То есть коллективный разум нашей сети. И мы с этим разумом начинаем взаимодействовать, да, то есть как бы проявляя свою разумность сетевую, а не только локально, как бы вот. Поэтому мы можем, и тем самым мы развиваем еще ту сеть, которую мы сами себе формируем в сети Бионет. Если мы приглашаем каких-то людей в сеть Бионет, то тем самым мы создаем условия для проявления большего своих вот этих сетевых связей. Провернулись, послушали и переходим на листочек номер 9. Тело разума. То есть на этом теле разума появляется у нас телесность, или у разума появляется возможность проявления. То есть это ментальное конструирование, да, то есть мы как бы возможность ментального конструирования у нас усиливается за счет взаимодействия с этой вот частью, которую мы сформировали для того, чтобы можно было нам это взаимодействие реализовать. Сергей, у меня здесь тоже то же самое нарисовано. Разум. Ну, как мозг, представляете? Отлично. Так, послушали себя, то есть на этом 9 листочке сосредоточились. Почему? Потому что нам важно, чтобы вот эти телесные ощущения в вас глубже вошли, потому что это тело разума, мы можем в нем ощутить вот это вот, как этот разум у нас проявляется в нашем теле. Где он у нас там, этот гипермозг? Через какую часть тела мы можем настраиваться на вот этот вот гиперсетевой разум, и потом вот этот контакт использовать для того, чтобы можно было себя усиливать. Вот смотрите, мы прошли здесь по спирали, пока не уходим с этого листочка 9, да, то есть как бы стоим на нем. Мы прошли по спирали развития. Это фактически такой модель чего? Синхротрона. Есть такие устройства, которые разгоняют там элементарные частицы, которые так по спирали крутятся и потом вылетают куда-то в мишень. Куда можно отсюда вылететь? В какую мишень? Ну, мишень вот этого будущего, перехода в новое качество. Да? То есть, ну, качество какое? Сетевое. Пока все стоим, потом по команде вместе перешагнем. То есть мы выходим куда-нибудь за пределы этого прямоугольника, ну, в какую сторону вы хотите, то есть куда выйти. Да? То есть, но только по команде вместе. Почему? Вот этот квантовый переход мы сейчас попробуем реализовать как бы вот это вот движение шага. То есть мы все вместе пытаемся сместиться во временном пространстве к единой общей цели, да? То есть, которая сложена из множества целей каждых участников. И вот эта вот множественность целей, она начнет проявляться как возможности реализации у каждого. Может быть, не сразу, может быть, постепенно, но это непременно будет происходить, и каждый это почувствует через какое-то время.
Поэтому давайте все вместе приготовились. И по команде раз, на счет 3 произойдет, да, 2 и шагнули. 3. И послушали, да, что же с вами произошло. Вы шагнули за пределы себя. Но не только себя, да, как бы за пределы вот тех сетевых связей, которые у нас были. И как бы вот сеть мы перевели в новое квантовое состояние. И послушай, что же в нас поменялось. Какие ощущения появляются. Может быть, кто-то наблюдал, что происходит вот в этом вот невидимом мире, что в нем поменялось, что стало другим. Что за свет появился новый, который, какие качества у него, этого света, может быть, которым мы теперь можем соединяться не только друг с другом, но и с миром в целом. Вот такое у нас астральное путешествие по времени, по линейным временам. Создается новая среда обитания в атмосфере Земли через световые связи сети Бионет, минуя искаженные пространственно-временные характеристики, формируются новые пространственно-временные характеристики без искажений. В дальнейшем искаженный мир начнет самостоятельно выравниваться под структурные световые миры большей мерности и предъявимости. Рождается светоплазма, полученная на предыдущих вебинарах через зеркало Исиды, через комплекс блага и структуру космоса. Меняет цветовые характеристики, приобретая свойства эластичности светоплазмы. Так, хорошо, спасибо, Наташа. Так, ну вот плазма, которую мы излучаем, она вот меняется потихонечку. Наташа у нас еще написала. Сеть Бионет светлицы совершила квантовый сетевой гиперпереход, открылся нуль транспортировочный переброс эластичной плазмы материи из времени в жизнь времени. Новая световая ткань реальности уравновешивает свет и мрак, не разрушая старый мир. В обычной жизни это будет проявляться и ощущаться как без особых усилий, даже не имея цели. Желание на каждого по спирали будет спускаться световой поток благ и разворачиваться индивидуальным, создавая индивидуальные усилия, в настоящем будет разворачиваться в настоящем, создавая индивидуальные условия развития, которые по себе не знает или не помнит. Про себя не знает. Да? Эластичная световая материя – это вещество, которое, не разрывая нечистые связи, запускает процесс биолазерного преобразования, накопленного человеком жизни во времени, и преобразует одно вещество в другое. Из тьмы рождается свет с помощью светличного комплекса Бионета и мир структур равновесных сил. Творческий подарок Анастасии и одновременно всем нам возможность дальнейшего усиления себя с помощью вот светличных структур, которые вы используете. И как усиливать биосетевые эффекты. Но это на самом деле достаточно простая технология, которую вы все имеете возможность проявлять. То есть у вас у всех есть аккаунт в сети Бионет. И от того, сколько человек под вами подписано, ну, тем самым как бы вот вы повышаете мерность своей сетевой антенны. Да, то есть вы поэтому что, делитесь этой информацией, пусть люди тоже приходят и тоже присоединяются к нашей сети, и эти качества будут одновременно перебрасываться и на них, да, то есть как бы усиливая и вас, и усиливая их тоже. Поэтому не стесняйтесь рассказывать о Бионете другим участникам, тем людям, которые еще об этом не знают. Причем это вопрос-то бесплатный, да, то есть как бы присоединение к сети Бионет. А тем не менее взаимодействие со структурой Бионета дает возможность уже, даже не имея каких-то светлиц других, уже получать результаты взаимоусиления. Вот. Но если еще люди будут приобретать какие-то другие светлицы, это как некий инструментарий, они как бы вот возможность игры, да, то есть как бы можно на таком инструменте поиграть, можно на таком, и, соответственно, человек расширяет свои возможности
проявление себя же в этом мире, да, то есть как бы согласование с миром и реализация вот этих творческих возможностей, которые у каждого существуют. Это можно как бы, ну, об этом ничего не говорить, что этого ничего нет. А с другой стороны, любое отклонение от маршрута мы можем использовать, опять же, для того, чтобы развивать. Да, то есть, как бы, да, нас жизнь заставляет туда отклоняться, сюда отклоняться, там, как бы, да, то есть мы как бы из большого своего сетевого вот этого, вот мы вдруг сворачиваемся, такого, опять превращаемся в маленького человечка, от которого ничего не зависит. Вот. Но чем больше мы будем взаимодействовать с сетью, чем больше мы будем взаимодействовать со светлицами, тем больше вот таких мгновений, творческих состояний, творческого полета будет проявляться в вашей жизни, и тем больше вы можете себя реализовывать в полной мере. Вот. И кроме этого еще есть возможность вот немножко подзаработать на наших курсах, например. Да? То есть у нас сейчас есть 2 курса выставлены в интернете. Курс про воду и курс про пространство. То есть вы можете делиться информацией про эти курсы, люди будут их приобретать, и там выстроена система сетевого маркетинга, сетевого поощрения. Вы будете одновременно, ну, это небольшие суммы поначалу, если мало людей будет, да, то есть, но, в принципе, если сеть это развивать, то вы можете и увеличивать количество людей, которые будут там присутствовать, и тем самым, ну, что-то еще получать материально. Но самое важное, что это возможность людей приобщить как бы вот к этой информации, да, то есть как бы показать им, то есть иногда знаний не хватает самому что-то рассказать. Но когда человек почитает эти курсы, ну, у него будет больше информации. Он поймет, что, оказывается, есть что-то еще, чего он не знает. И вот он может дальше это применить не только как знание, но может применить как практическую наработку, потому что к каждому курсу прилагаются структуры светличные для воды и для пространства. Для воды у нас новая структура есть, которая там применяется, а для пространства это, опять же, новая структура нового комфорта. Но она будет работать там 2 месяца, но там через 2 месяца можно повторить эту процедуру. И там цена несколько ниже, чем то, что у нас выставлено в Бионете. Но важно, что это есть возможность делиться знаниями. Знаниями о том, что мир гораздо более широк и многообразен, чем то, что мы изучали в школе, в институте, и вот имеем возможность получить из каких-то других источников. Но это знание будет человеку приходить еще из самого Бионета, потому что у него будет не просто информация, которую он что-то прочитал, а это будет еще сетевая информация к нему идти, потому что это только повод, да, то есть повод к этой информации приобщиться и начать получать дополнительную информацию из Бионета. У кого-то как знания, у кого-то как какие-то новые возможности, а у кого-то это может быть просто более удачливость в его собственной жизни. Большое спасибо всем присутствующим, с тем, чтобы новый свет у каждого рождался каждый день, желаю, поэтому давайте этот свет строить все вместе. Расцветаем, Давайте. расцветать, процветать. Вот. Ну что ж, поем песенку. Ку-ку. До новых встреч. Ку-ку.